Что скрывается за таинственными сооружениями древности? Мегалиты – загадочные структуры из огромных каменных глыб, которые удивляют своим масштабом и загадочным предназначением. Откуда они появились и какую роль играли в жизни древних людей? В этом видео я расскажу о самых известных мегалитах – Менгирах, Дольменах и Крамлехах, и раскрою их мистические тайны. На юге Англии, на Солсберийской равнине, возвышается легендарный Стоунхендж, одно из самых загадочных мегалитических сооружений в мире. Построенный около 4000 лет до нашей эры, этот круг из огромных камней высотой до 6 метров и весом до 50 тонн до сих пор не раскрывает своих тайн. Для чего он был создан? Одни считают, что это древний храм для поклонения Солнцу, другие уверены, что Стоунхендж использовался как обсерватория или место проведения ритуалов друидов. Есть даже теории о его внеземном происхождении. Сама конструкция состоит из 30 огромных камней и трилитов, арок из 3 камней, окруженных меньшими блоками. Материал этих мегалитов – сарсеновый камень, редкий для этой местности. Рядом со Стоунхенджем расположены и другие археологические объекты. Вудхендж, его деревянный собрат, и курган Сильбери-Хилл, один из самых больших в Европе. Все они вместе создают уникальный комплекс, который привлекает внимание туристов и исследователей. С 1896 года Стоунхендж является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и каждый год принимает более 1 миллиона посетителей. Добраться до этого таинственного места легко. Всего 2 часа 40 минут на автобусе из Лондона, и вы сможете увидеть это чудо своими глазами. Хотите раскрыть тайны древнего мира? Стоунхендж ждет вас! Высоко в Андах, в 70 километрах от Ла-Паса, находятся загадочные руины Пума-Пунку, одно из самых загадочных мест на Земле. Эти мегалитические блоки поражают своими размерами. Каждый весит более 100 тонн и достигает 8 метров в длину. Гранитные глыбы, кажущиеся разбросанными по пустынному плато, создают ощущение, что здесь когда-то произошло нечто невероятное. Археологи до сих пор спорят, как и зачем были построены эти структуры, и даже когда именно это произошло. Одни считают, что Пума-Пунку был создан около 2000 лет назад, а другие, основываясь на исследованиях звездного неба, утверждают, что этим руинам может быть до 17 тысяч лет. Но главное, что поражает, это сама техника строительства. Идеально ровные блоки с прямыми углами и сквозными отверстиями вызывают вопросы. Как древние люди могли создать такое, используя примитивные инструменты? Некоторые считают, что это было сделано с помощью технологий, которые мы еще не понимаем, возможно, даже с использованием инопланетных технологий. Представьте, как эти массивные блоки перемещались на высоте 3600 метров без лесов и сложных механизмов. Возможно, это была антигравитация или загадочные механизмы, о которых мы только догадываемся. А рядом с Пума-Пунку находится Тиуанака, древний город, центр некогда великой цивилизации, где до сих пор можно увидеть ворота солнца с изображением бога-творца Виракочи. Местные жители утверждают, что эти мегалиты построили не люди, а боги за одну ночь после великого наводнения. Так кем же были эти загадочные строители? Возможно, это были пришельцы. Ответы пока скрыты за многовековой завесой времени. Саксайуаман – это архитектурное чудо Перу, расположенное всего в 2 километрах от города Куско. Этот комплекс, несмотря на полуразрушенное состояние, поражает своим размахом. Он состоит из 3 рядов зигзагообразных стен, длина которых достигает от 200 до 400 метров, а высота – до 8 метров. Но главное – это огромные валуны андезита, из которых сложены стены. Все они подогнаны друг к другу с невероятной точностью. Между ними не вставить даже лезвие. Ученые до сих пор спорят, как именно были построены стены Саксайуамана. Ведь инки не обладали современными технологиями для обработки и перемещения таких массивных камней. Некоторые исследователи предполагают, что этот комплекс был построен задолго до появления инков и использовались для этого утраченные знания и технологии древности. Еще одна загадка Саксайуамана – его предназначение. Версия о крепости вызывает сомнения, ведь постройка не защищена с одной стороны. Возможно, это был храмовый комплекс,
или резиденция правителя, где в башнях обитала знать, а в подземных помещениях хранились боеприпасы. К сожалению, башни и часть стен были разобраны конкистадорами. Кстати, это испанские и португальские завоеватели 15-17 веков, покорявшие новые земли в Америке и других регионах. Они известны завоеванием цивилизаций, таких как ацтеки и инки, ради золота и славы. С 1983 года Саксайуаман входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Для жителей Перу это не просто историческое место, а священный центр, где каждый год 24 июня отмечают праздник Инти-Райми, праздник Солнца, который собирает множество зрителей и прославляет бога Солнца Инти. Остров Пасхи, или Рапа-Нуи, расположен в юго-восточной части Тихого океана, в 3600 километрах от побережья Южной Америки. Этот изолированный уголок был открыт голландским мореплавателем Якобом Рогевеном в 1722 году в пасхальное воскресенье, что и дало ему современное название. На протяжении веков островитяне жили в полной изоляции, развивая уникальную культуру. Мировую известность Рапа-Нуи получил благодаря Мааи гигантским статуям, которые создавались местными мастерами с X по XVI века. Эти каменные исполины стоят на ритуальных платформах. Аху, самая высокая из них, достигает 24 метров и весит более 80 тонн. У некоторых статуй есть головные уборы из красного камня, которые добавляют им величия и загадочности. Местные легенды утверждают, что в Мааи заключена магическая сила предков и первого вождя острова Хоту-Матуа. Статуи высекались в каменоломнях, расположенных в центре острова. Там до сих пор можно увидеть незаконченные Мааи, как будто работа над ними была внезапно прервана. Но самая большая загадка — как эти гигантские фигуры перемещались по острову. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о способах транспортировки этих колоссов. Сегодня остров Пасхи охраняется национальным парком Рапа-Нуи, который занимает почти половину территории острова. С 1995 года парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, защищая уникальный культурный ландшафт и древние реликвии для будущих поколений. Баальбек в Ливане – одно из самых впечатляющих мест на Ближнем Востоке, где до сих пор можно увидеть древние мегалиты. На этом археологическом участке сохранились 3 огромных каменных блока, каждый из которых весит около 750 тонн. Римляне использовали их как основание для храма Юпитера. Эти блоки поражают не только своими размерами, но и тем, что их поверхности идеально обработаны. Они подняты на высоту 8 метров и лежат на блоках чуть меньшего размера. Но не менее удивителен южный камень, расположенный в 500 метрах от храма Юпитера. Его вес составляет примерно 1050 тонн, и он считается самым большим обработанным камнем в Баальбеке. Его размеры внушают трепет. Современные инженеры предполагают, что поднять и переместить такой массив могли бы только самые мощные краны на гусеничном ходу, да и то при условии наличия хорошей дороги. Представляете? Вопрос остается открытым. Какой же техникой и знаниями обладали древние строители Баальбека, чтобы переместить и установить такие колоссальные каменные блоки? Эта загадка продолжает волновать умы ученых и исследователей со всего мира. В конце прошлого века археологические работы под Храмовой горой в Иерусалиме принесли удивительные открытия. Исследователи обнаружили остатки мегалитических сооружений, которые стали частью южного фундамента западной стены древнего храма Соломона. Эта кладка была скрыта землей в течение тысячелетий и стала доступной для обозрения лишь с 1996 года, когда был открыт тоннель западной стены длиной около 500 метров. Он проходит от улицы Виа-Долороза до арки Уилсона. В этом тоннеле были обнажены 4 огромных каменных блока. Подобно гигантским блокам в Баальбеке, они уложены на камни меньших размеров. Эти огромные монолиты были привезены из каменоломни, расположенной западнее Иерусалима. Вопрос о том,
Как именно древние строители перемещали и укладывали такие массивные камни, остается загадкой. Археологи и инженеры по-прежнему ломают голову над тем, какими технологиями могли обладать строители, чтобы справиться с задачей, которая сегодня потребовала бы самых мощных современных механизмов. В городе Аксум, расположенном в Эфиопии недалеко от берегов Красного моря, находятся загадочные базальтовые стелы. Эти монументальные обелиски поражают своими размерами и мастерством исполнения. Самый высокий из них достигает 33,5 метров и весит около 500 тонн. Другие стелы, меньшие по размерам, варьируются от 20 до 24 метров. Их тщательно обработанные поверхности украшены замысловатыми орнаментами, придающими камням особую значимость и загадочность. Многие стелы лежат в беспорядке, а некоторые разрушены. Местные легенды рассказывают о великанах-циклопах, которые якобы обладали способностью расплавлять камни. По преданию, эти великаны заливали расплавленную массу в формы, а затем обтесывали и полировали застывшие блоки до идеальной гладкости. Раскопки в Аксуме показали, что ранее эти стелы стояли на постаментах. Один из таких постаментов представлял собой трехъярусную платформу, сложенную из массивных базальтовых плит, и находился под холмом Бете-Георгис. Камень для создания этих колоссов добывался в каменоломнях, расположенных всего в нескольких километрах от места установки. То, как древние строители могли транспортировать и устанавливать такие тяжелые монументы, до сих пор остается одной из величайших тайн архитектуры и инженерии древнего мира. Пирамиды и мегалитические сооружения, происхождение и возраст которых до сих пор остаются загадкой, можно найти в разных уголках мира. Например, они расположены на дне Багамской банки в районе островов Андрос и Бимини, на острове Панапе и 92 искусственных островах Нан-Мадол, а также в мелководных водах архипелага Каролинские острова в Тихом океане. В США подобные сооружения обнаружены на дне озера Рок в Висконсине, а также на дне моря возле японского острова Йонагуни. Именно находки у побережья Йонагуни вызывают особый интерес, ведь там, на глубине 6 метров, были найдены огромные каменные блоки с четкими линиями. Впервые их обнаружил в 1995 году японский аквалангист Аратаке. Он сообщил о своей находке морскому сейсмологу Кимуре из университета Окинавы. Ученый посвятил 10 лет изучению этих подводных сооружений и пришел к выводу, что перед ним остатки затонувшего доисторического города. В 1997 году группа исследователей под руководством Хэнкока провела подводные съемки, а профессор геологии Шоч из Бостонского университета подтвердил, что блоки у берегов Йонагуни действительно имеют искусственное происхождение. Зорац-Карер, что по-армянски означает «каменное войско», это древний мегалит, расположенный на высоте 1770 метров на горном плато в Синюкской области Армении, всего в 3 километрах от города Сисиан. У этого загадочного сооружения есть и второе название – Караунж, или «поющие камни». В этом комплексе находятся многочисленные вертикально стоящие камни, некоторые из которых имеют круглые отверстия в верхней части. Возраст этого места до сих пор не установлен точно. Оценивается от 4000 до 7700 лет. В 2009 году Зорац-Карер был объявлен историко-культурным заповедником. Зорац-Карер представляет собой поле, усыпанное каменными плитами. Всего в комплексе насчитывают 223 андезитовых или базальтовых плиты весом до 8,5 тонн и длиной от 1,5 до 2,8 метров. Некоторые камни выстроены в не слишком ровный ряд, тянущийся с юго-востока на северо-запад. В центре ряда расположен овал из камней, по бокам которого видны проходы-коридоры. Рядом с этим местом находится каменный ящик, который предположительно служил гробницей. Особую загадку представляют 80 камней с отверстиями диаметром 40-50 мм, которые проделаны в верхней части. Отверстия выглядят грубо и в некоторых случаях искривлены под углом.
что указывает на коническое сверление с обеих сторон. Внутри отверстий камень сохранился лучше, чем на поверхности самих монолитов. Сегодня сохранились 37 стоящих камней с 47 отверстиями, что делает Зорат-Скарер одним из самых интересных и загадочных древних сооружений. Эти удивительные сооружения прошлого хранят множество загадок, которые до сих пор вызывают споры среди ученых и историков. Кто и как смог возвести такие колоссальные постройки без современных технологий? Мы можем лишь предполагать и пытаться расшифровать скрытые послания этих мегалитов. Но, возможно, однажды нам удастся разгадать тайны, которые они хранят уже тысячи лет. Надеюсь, из этого видео вы узнали много нового и интересного. Хотите удивлять и радовать людей? Присоединяйтесь к нашей команде. Мы создаем контент, который вдохновляет. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать интересные сценарии, будем рады видеть вас в команде. Пишите нашему телеграм-боту и давайте делать мир ярче вместе.